это что-то с чем-то. Прям реально его ждет. Сердечко прямо. Приветствую всех любителей активного образа жизни. Меня зовут Артем, и вы на моем канале, где я буду погружаться в различные спортивные дисциплины, где я буду мотивировать вас заняться спортом, а также вести здоровый образ жизни. Каждый выпуск я буду посвящать одному спорту, о котором мы узнаем все, начиная от того, где и как начать им заниматься, заканчивая тем, что для этого необходимо, какое оборудование используется. Мы поговорим с чемпионом, который поделится своим опытом, проведем базовую тренировку, чтобы увидеть, как занимаются этим спортом. Ну и в конце каждого выпуска, естественно, разыграем призы в наших конкурсах. Поэтому, если тебе нравится такой контент, то подписывайся, нажимай колокольчик и погнали. И первый наш выпуск будет посвящен дрифту. Это то, что каждый из нас пытался делать на парковках торгового центра, и то, что мы так часто видим в фильмах. Да, это спорт. И более того, он стоит на пороге того, чтобы стать олимпийским. Поэтому предлагаю не терять времени, отправиться на полигон и воочию увидеть, как проходит тренировка по этому виду спорта. А пока я собираюсь, окунемся в историю. Современный дрифт, как и большинство профессиональных гонок, во время своего зарождения проводился нелегально. Гонки проходили на извилистых загородных дорогах, которые назывались тагэ, дословно горный перевал. Самых увлеченных энтузиастов называли роллинг-зоку, они-то и состязались на тагэ. Изначально занос не был обязательной частью, но в основном из видеозаписи ралли гонщики поняли, что на узкой и извилистой дороге проходить повороты в управляемом скольжении быстрее всего. Гонки тагэ делятся на две части – uphill или hill climb – вверх по серпантину, и downhill – вниз с горы. На таких узких трассах обгон почти невозможен, поэтому гонки представляют собой преследование, в которых цель лидера к финишу увеличить первоначальное расстояние между машинами, а преследователя уменьшить его. В местах, где ширина дороги позволяет выстроить в ряд на старте две машины, гонки проводятся по классическим правилам. В части роллинг-зоку стали применять технические приемы вождения раллистов, приемы прохождения поворотов быстро и без потери инерции, а развернутая боком машина затрудняла обгон соперниками. С использованием раллийной техники прохождения поворотов водители на тагэ начали замечать, что уровень владения машиной и время прохождения улучшились. При этом гонка стала напряженнее. Именно на тагэ зародился дрифт. В 80-х годах дрифт приобрел огромную популярность в Японии, и были созданы первые официальные соревнования по этому виду спорта. В 1988 году в Японии была основана организация Japan D1 Grand Prix, которая стала первым официальным чемпионатом по дрифту. D1 Grand Prix стал местом, где лучшие японские гонщики могли продемонстрировать свое мастерство и побороться за титул чемпиона. Со временем дрифт перекочевал за пределы Японии и стал популярным во всем мире. В разных странах появились собственные соревнования и чемпионаты по дрифту. Одним из наиболее известных событий в мире дрифта стало создание американской серии «Формула Дрифт» в 2004 году. «Формула Дрифт» привлекает ведущих гонщиков со всего мира и стала одной из самых престижных серий в автомобильном спорте. В России первые соревнования по дрифтингу прошли в 2005 году во Владивостоке. Большинство людей в нашей стране узнали о дрифте в 2006 году после выхода фильма «Форсаж. Токийский дрифт». А уже в 2007 году в Подмосковье появилась гоночная серия «Формула дрифта». Она просуществовала 4 года, но так и не смогла стать коммерчески успешным проектом. Зато это удалось РДС, российской дрифт-серии, основанной в 2009 году. Именно РДС до сих пор проводит крупнейшие соревнования по дрифту в России, входит в тройку сильнейших серий в мире и добилась включения во всероссийский реестр видов спорта, сделав дрифт официальной спортивной дисциплиной. Интересные факты. В среднем для соревнования по дрифту гонщики могут использовать от 2 до 5 комплектов покрышек в зависимости от продолжительности и интенсивности гонки, а также их индивидуального подхода и бюджета. Важно отметить, что дрифтовые покрышки, используемые на соревнованиях, часто имеют специальную конструкцию и состав резины, чтобы обеспечить оптимальное сцепление и контролируемый занос. Абсолютный рекорд по самому продолжительному дрифту среди машин принадлежит седану BMW M5. В 2018 году инструктор школы водительского мастерства BMW Performance Йохан Шварц удерживал автомобиль в контролируемом заносе в течение 8 часов и преодолел за это время 374 с небольшим километра.
Дрифт-такси – это популярная услуга в Японии, где люди могут путешествовать с профессиональными дрифтерами, испытывая адреналин и экстремальные ощущения от дрифта на специально подготовленных автомобилях. Существует отдельный вид спорта – RC – дрифт, Radio Control – это дрифт на электрических радиоуправляемых машинах. Автомобили являются полной копией настоящих моделей, уменьшенных в 10 раз. Тут все как в настоящем дрифте – трасса, зрители, судьи, механики, пилоты. Разве что нет дыма из-под колес и стоимость готовой гонки модели в разы меньше. 30 марта 2022 года Бараташ Остоловский на BMW M3 установил мировой рекорд Гиннесса за самый быстрый дрифт на автомобиле только с ножным приводом. Управление без рук, только ногами. Начав скольжение на скорости 277 км в час, он удерживал в 50-метровой зоне измерения, показав рекордную среднюю скорость 231 км в час. И вот мы здесь, на автодроме ADM Raceway. Именно здесь проходит московский этап российской дрифт-серии. И как мы поняли, дрифт – это управляемый занос. В этом виде спорта оценивается 3 критерия. Это скорость прохождения поворотов. Второе – это угол движения машины к траектории. И третий – это зрелищность. Здесь у нас и ливрея машины, и ее марка, и количество дыма из-под колес, и даже харизматичность пилота. Ну а подробнее о соревнованиях, о тренировке и все, что для этого необходимо, нам ответит наш тренер, с которым мы и отправляемся знакомиться. Итак, сегодня нашу первую базовую тренировку по дрифтингу проведет тренер наш Александр, тренер дрифт-школы. Поэтому, Александр, приветствую. Ну, с чего начнем тренировку, рассказывай. Ну, тренировку мы начнем с базовых вещей. Это будет с пятачка. Вот. Сейчас я прокачу, все покажу, как все происходит, как переключать, что не надо делать, там не надо перегазовывать и так далее. Я показываю задание, потом ты садишься, и мы пробуем. Я новичок, у меня есть права. Нам здесь права нужны водительские, для того, чтобы вот тут кататься, или на тренировку приходить. Водительских права нет. Со скольки лет вообще дрифтингом можно заниматься? С 16 лет. С 16 лет можно. Так, ну хорошо. У нас еще будут вопросы, конечно, для меня и для зрителей, потому что я же точно так же первый раз с вами. Поэтому я буду задавать уже в процессе. Так, мне куда, на пассажирское? Да. Все, окей. Ты что, не пробовал вообще? Как все. Лужники, зима, Жигули, первая машина, все. Как только пересел на что-то более мощное, нет. Я понял. Так, это уже хорошо. Так, сейчас я прокачу тебе, покажу, как это вообще все выглядит. Держись за ручку. Держись. Как-то вот так это все происходит. Ага, да, интересно. Так, смотри, мы начнем с тобой с самого начального задания. Это пятачок. Вот у тебя конус. Так. Видишь, у тебя линия прорисована. Да. Твоя задача держаться возле нее. Если тебя начинает куда-то выносить чуть в сторону, просто газ приспустил, возвращаешься обратно. Не надо ничего придумывать, там, пробовать где-то за территории там, и так далее. Вот у тебя есть задание вот здесь. Все будет происходить на второй передаче. Сейчас ты сядешь, когда просто пару кругов проедешься вокруг, ну, вдоль вот этой линии, ну, чтобы ты чуть привыкнул к машине, к сцеплению там, и так далее. Сцепление берется в самом верху, потому что керамика стоит. Ее сначала нет, и потом на бац появилась. Вот. Чуть просто побольше газку даешь. Сейчас мокро. Дрифт по мокрому на мощной тачке это то же самое, что зимой по льду. Ну, примерно. То есть и не надо дофигища газа давать там и так далее. В чем вообще заключается дрифт? Ты нажимаешь на газ, у тебя начинает заносить машину.
ты газ приспускаешь для того, чтобы тебя не завернуло в крюк. Так. И когда машина начинает заносить, ты приспускаешь руль вот таким образом. То есть тебе не нужно в него вцепляться, держать его, не нужно самому там его выкручивать, потому что ты не успеешь выкрутить настолько, насколько нужно машине. Вот. Поймал и даешь газу постепенно. То есть раз поддерживаешь. Соответственно, этим ты поддерживаешь угол. И все, и у тебя машина начинает ехать боком. Вот смотри, как это происходит. Вот, раз, газ нажал, отпустил. Видишь, я еду и поддаю. Раз. Если я чувствую, что меня чуть уводит, я рулем чуть-чуть сюда плавно сделал и вернулся обратно. Не надо его сильно крутить и так далее, потому что машина очень чувствительна на мокром. И тебя сразу начинает носить морду, и ты сам себя начнешь на этом закапывать. Вот, ты едешь спокойно, поддаешь газу. Много не надо, вот, я даю там до 5000 максимум. То есть этого хватит. И рулем еще раз, вот смотри, я работаю спокойно. Как правильно вообще, поставить ее? Смотри сейчас на руль. Мы начинаем ехать. Вот, ты руль поставил, и все, ты посмотрел, все, я на траектории, все отлично. Едешь. И тебе надо смотреть на линию. Самое главное, тебе надо смотреть, куда ты хочешь ехать. Потому что если ты будешь смотреть на отбойник, мы будем ехать в отбойник. Будешь смотреть на графике, мы будем ехать в графике. Ага. Тебе нужно смотреть туда, куда ты хочешь ехать. Это работает так везде. Даже и на мотоцикле, там, и везде, в принципе. Согласен, да. Вот. Все, руль у тебя стоит, вот, ты едешь, газ нажал, видишь, я руль. Как она только пошла, я руль приспустил. Все, поймал ее, и дальше едешь, вот, подгазовываешь. Аккуратненько, спокойно. А руль ловишь ты интуитивно в какой-то момент, когда видишь, когда нос куда-то повернулся? Да, я смотрю то, что вот, все, вот этот угол меня устраивает, все, я поехал. То есть ты можешь и позже его поймать, но тогда тебе надо будет больше газу дать. Ты сейчас сядешь, поймешь. Понял, хорошо. Я просто сейчас много информации даю, но просто когда сейчас начнешь ехать, у тебя понимание начнет приходить по чуть-чуть. Вот. Что не нужно делать? Не нужно кидать машину в отсечку, не нужно давать клатч. Знаешь, что это такое? Нет. Это когда резко сцепление кидаешь и нажимаешь газ. Чтобы сорвать его типа. Угу. Вот, этого не нужно делать. То есть вот, все, мы поехали, ты газ нажал просто и все. Сцепление тебе понадобится только в 3 случаях. Чтобы тронуться, чтобы затормозить. И если тебя разворачивает, нажимаешь сцепление, чтобы машина не заглохла. Ага. То есть тебя начинает разворачивать, ты сцепление с тормозом нажал, потому что у тебя машина же на скорости. Ну да. Вот, все там, скорость, нейтралку поставил, такой, все, едем. Вот. И самое главное, слушать меня. Это точно. Это самое важное. Так, что, давай поменяемся? Да. Просто профессионально. Звучит все настолько просто, что должно получиться с первого раза. Это все зависит от тебя. Сейчас смотри, трогаешься на первой передаче, мы выезжаем, ты разворачиваешься, потому что мы поедем в другую сторону. Угу. Это резко, да? Пойдет. Чуть разгонись, включай вторую. Ага. Все, теперь КПП можешь отпустить. Руль ты, да, 2 руками. Сцепление отпусти полностью. Отпусти. Ага. Но у тебя нога должна быть, наготове, если что. Ага. Все, нажимаешь газ, потом газ приспускаешь, не забудь выкручивать руль. Маленький прыжок. Да. Сцепление. Поздно. Ага. Понял. Заводи. Так. Перегазовал, да? Да. Разворачивайся. Смотри, ты еще руль начал поздно отпускать и начал сам его крутить. Ага. Вот. Это нормально, все так начинают, 95%. 5% это те, кто приезжают, кто уже что-то умеет, либо кто приезжает в спортивных машинах. Руль, ага. Вот. Ага.
этот момент поймать. Да. Руль. Ага. Руль поздновато отпускаешь. Поздновато отпускаю? Да. Во. Ага. Так. Уже лучше. Я понял. То есть, короче, надо все по ощущениям как-то, да? Да, ты... Очень страшно отдавать в занос. Настолько вот уже за время вождения машины, настолько ты не любишь этот занос, что ты пытаешься ее не вводить в Ну занос. да, тут видишь, тут просто... Тут самое сложное на самом деле, это перестроиться. То, что машина едет боком, и это нормально. Ага. Ага, перегазовал. Слишком часто газ нажимаешь. Вот. Ты прям вот едешь. То есть у тебя есть два способа, чтобы контролировать угол. Это либо рулем, либо газом. Тебе нужно делать это газом. Потому что мы когда ехали, видишь, я еду, и так поддаю, она такая раз. Вот, и тебе нужно то же самое. Но то, что у тебя сейчас получается, это хорошо. Да. Мягенько. Давай. Пойдет. Так, я... Смотри на линию. Ты все время куда-то вот в бок смотришь. Ты смотри на линию. Сейчас, видишь, ты начинаешь вот давать газ, у тебя получается то, что даешь вот меньше. А тебе надо вот раз. Это много. Ага. Прямо реально тяжелый труд. Тут Надо раскусить. Тут надо привыкать, да. Да тут ничего тяжелого нету. Тут просто вот надо дать понять мозгу то, что это нормально, вот этот занос и так далее, чтобы у тебя ноги слушались правильно. Потому что по большей части у всех, кто приходит, у них проблема, что им сложно это понять, что вот так происходит. Руль раньше отпускай. Во, газу. Как будто бы дальше задержка есть небольшая, дросселя. Да. И вот эта вот задержка. Ага. Во. И маловато газа даешь потом. Вот уже когда ты выкрутил руль, мало даешь газа. Теперь много. Да. Тут надо вот привыкнуть поймать этот момент. Так, понял. В другую сторону можем попробовать? Нет, сначала надо в одну, да? Сначала надо в эту. Почему не начинаем в другую сторону? Потому что ты будешь линию не очень хорошо видеть, и ты будешь теряться. То есть это будет еще одна помеха какая-то. Здесь вот. Тебе сейчас надо сначала разобраться с педалью, потом с рулем. Да, во. Я понял. Не забывай подруливать иногда. Ага. Не одно, так второе. Так. Хорошо, надо чуть-чуть, минуточку подумать. Больше газа. О. Не забывай туда подруливать. Видишь, туда начал смотреть на них. Да, И действительно. сразу начал туда ехать. Сейчас видишь, ты резко начал сразу. То есть ты вот едешь по кругу, и газ нажал, во. Много. А теперь мало. Ну, нормально. Ага. Так. Еще разок. Это, наверное, случайность. Первый раз случайность. Поехали.
что не так делаю? Иногда много руля добавляешь, про что я тебе говорил, то, что ты начинаешь слишком излишне его крутить, и он начинает ли в большой угол кидать. Маловато газа. И забывай про историю одной рукой вот это вот крутить. Одной рукой крутить? Я говорю, забывай про нее. Забывать крутить одной рукой, понял. Газа мало, видишь, как добавляешь, она сразу начинает зацеп ловить. Во. Видишь, как чуть-чуть резко дал, еще и газа добавляешь, она прям сразу начинает ерзать. Ага, сейчас мало, да, я Да. по звуку уже понял. Звук двигателя. Пойдет. Ага. Не круг. Так, ну что, первое впечатление. Даже не знаю. Ну, во-первых, это драйв, конечно. Другое управление вообще машиной. И еще хочу сказать то, что для меня сложность была, так как я водитель с опытом, у любого водителя наоборот, занос это прям вот страшная история. И поэтому мы стараемся его не допустить. А здесь нужно это отключить и наоборот этот занос допустить. Поэтому званий здесь нет. Мастер спорта, кандидат в мастера спорта. Как здесь оценивается вот мастер, не мастер, новичок? Как вы отличаете профессионал от непрофессионала? Я так понимаю, только по соревнованиям? По соревнованиям, да. Но есть вот, допустим, самое сильное соревнование, это РДС GP, Гран-при. Вот. Чтобы туда поехать, надо сначала отъездить, как в футболе, младшую лигу, это РДС Европа. Вот. Ты приходишь сначала туда, там начинаешь ехать. Вот. Если ты там занимаешь, то, там, то есть высокие показатели, там, первые места там, и так далее, вот, то ты тогда можешь, у тебя открывается доступ к GP. Вот. Возьмем среднестатистически. Допустим, у нас, ну, вот зритель или я решил заняться, я хочу достичь результата. Обычно такие популярные виды спорта, там, ну, такое, скажем, такая веха, что-то я владел этим спортом, звание мастер спорта. Здесь у вас, наверное, тоже есть какой-то, ну, когда ты, может, не знаю, как считать, профессионалом, либо уже знатоком этого вида спорта. Вот по времени сколько займет от новичка, вот я к вам пришел сегодня первый, у меня пробная тренировка, занимаюсь, и в среднем, вот, чтобы дойти до, ну, хотя бы до твоего уровня, наверное, сколько по времени займет? Да тут все зависит от человека, от его желания. Вот, то есть у нас были клиенты, ну, ученики, то есть самый быстрый это 20 часов. То есть человек пришел вот с горящими глазами, я хочу научиться и поехать в соревнования, просто попробовать. Вот. Все, через 20 часов он поехал. Поехал на соревнования. Да. А когда он достигнет, ну, реально, чтобы можно было сказать, ну, мастерства какого, такого, что уже можно Это- показать результаты? Выиграть соревнования. Год, 2, 3, Это... В среднем? Да нет, меньше. меньше. Ты можешь на одной машине поехать, допустим, все, ты готов, ты заряжен, все, ты, допустим, круто едешь. Вот, ты можешь поехать на соревнования, пройти там топ-32, топ-16, топ-8, в финале у тебя просто там коробка отъехала, колесо разулось, мотор лег, все что угодно. Вот. Опять же, вот, да, Александр говорил, почему именно правой стороной, потому что я должен смотреть линию, куда я еду. То есть очень важно, действительно, я заметил прям такой фокус. Куда ты смотришь, туда ты и едешь. То есть руль как-то подруливает именно туда, куда я смотрю. Поэтому, ну, продолжаем, посмотрим. Во. Супер.
каждом выпуске мы задаем буквально несколько вопросов чемпиону, человеку, который в этом спорте давно, который нам расскажет, ну и поделится своим опытом. Поэтому сегодня это Ярослав Гавриков, к которому Всем мы привет. приехали. Еще раз поздороваюсь. Приветствую. Это тренер и также менеджер по автоспорту, квалифицированный. Во-первых, сразу же пару слов, что это значит, квалифицированный менеджер. И дальше буквально несколько вопросов у меня будет. Ну, про автоспорт и менеджера квалифицированный, это значит то, что у меня есть образование. Ну, то есть я провел там какое-то количество часов и теории, и практики в Высшей школе экономики в Москве. Среди больных автоспортом людей, опытных людей, мастеров спорта и так далее, которые собрали программу о том, что есть автоспорт в России, у него есть проблемы, у него есть задачи, и все вот эти вот круглый стол как бы решает эти вопросы и готовит новых кадров. Вот среди одного из таких потоков сейчас в этом году, по-моему, 3-й или 4-й курс уже идет. В общем, я участвовал, писал диплом на тему любительских соревнований по дрифту. Ну, естественно, я дрифтом занимаюсь, мне надо было продвигать дрифт. Ну и результатом моей учебы и моей работы дипломной стало то, что 2 года подряд мы здесь проводим любительские соревнования по дрифту, среди которых там до 100 участников, до 15 команд. И, ну, короче, история развивается, это бюджетнее, чем ехать сразу там в чемпионаты России. Проще, как, ну, с точки зрения развития гонщика. Ну вот мы, короче, вот эту штуку делаем теперь в рамках школы, своих туда учеников отправляем, чтобы, ну, был понятный путь. Не то, что ты пришел, покатался и как бы и забыл, а чтобы можно было в этой дисциплине развиваться более комфортно. Вопрос такой, значит, как выбрали дрифт, а если бы не дрифт, какой спорт? Дрифт нравился с детства. Ну, в принципе, вот все, что с машиной делается нестандартное. То есть какие-то виражи, пятаки, там вот заносы, как правило, еще со старых фильмов, когда там какой-нибудь крутой этот Вокер «Правосудие по-техасски» вылетал такой с заносом, он вообще люто крутой был в моих глазах. Вот, и как-то мне это зашла вся движуха, и я как бы потом точно понимал, что я уйду в гонки. Ну, буду пытаться развиваться в сторону гонок. Вот. На тот момент еще дрифта не было как дисциплины, когда я там совсем мелкий был. Потом я увидел, что в России что-то есть, и пошел вот да, сейчас вот имею, что имею. А если бы не дрифт, ну, наверное, это был бы либо сноуборд, потому что я с детства занимаюсь сноубордом и, в принципе, хорошо катаюсь, много где был и так далее. И мне нравится эта движуха. Либо я еще барабанщик. Я бы занимался не спортом, а вот музыкой. Что самое важное в дрифте? Важно в дрифте, ну, естественно, мы ездим на машине, важно иметь хорошую машину. Важно, чтобы она была безопасна, то есть, чтобы она там не плюнула маслом или бензином, не загорелась, не коротнула, не куда-нибудь там увела тебя в стену и так далее. И важно окружение. То есть, если ты начинаешь занятия с нуля, важно попасть именно в ту, скажем так, тусовку, которая понимает, о чем это и как в этом двигаться правильно. Потому что очень много есть ошибок, начиная с тачки. Условно, ты подумал, что хочешь быть дрифтером. Пошел, купил себе какую-то тачку, она у тебя не рулится, а ты думаешь, что у тебя не получается, и вот, короче, все плохо. А по факту тебе просто в нужное время нужный человек не сказал, что это не работает, надо вот это, и тогда у тебя будет получаться. То есть само окружение, оно поможет быстрее расти и правильнее расти, и безопаснее, потому что это все-таки автоспорт. Тут тоже можно перевернуться, там куда-то улететь, загореться. И важно правильно двигаться, в принципе, в этом направлении, чтобы все было комфортно и безопасно. Очень много зависит от команды. Ну, то есть пилот и машина — это примерно 50 на 50. Машина даже, наверное, больше. Какой бы ты ни был крутой пилот, если у тебя тачка не едет, ты не приедешь первым. Это если мы говорим про кольцевые гонки. Какой бы ты ни был крутой пилот, если она сломается и ты не доедешь до финиша, ты не будешь чемпионом. Поэтому твое окружение, твоя команда, твоя техника — это супер важная составляющая успеха. Машина должна быть конкурентоспособна, хорошо и правильно построена, настроена, и тогда ты как пилот можешь реализовать все то, что ты умеешь. Получается, командный вид спорта? Ну, фактически да. Хорошо, тогда такой вопрос. А что не нравится? Ну, то есть у каждого, кто уже потратил десятилетия на дрифт, ну, вот вы, например, есть что-то то, чтобы он поменял в этом виде спорта? Вот что такое есть? Ну, скорее, вряд ли это можно будет поменять, но не нравится то, что конкретно в нашей стране сильно урезают возможность бюджетного, скажем так, занятия дрифтом. То есть ужесточают правила, требования к машинам, к использованию этих машин на дороге. И загоняют в рамки того, что если ты хочешь автоспорт, вот тебе трек, иди только туда.
Нельзя приехать куда-то там потренироваться на дороге, даже если ты там условно диски поставил, которые тебе больше нравятся. Это вот, ну, в принципе, я к этому веду, что самовыражение, про которое я говорил в предыдущем вопросе, его чикают, его урезают и не дают... Стандартизирует все. Да, да. Жестко. Типа вот есть соревнования, иди туда. А сама вот эта субкультура, с которой дрифт вырос, это же появилось вообще в японских горах. Народ там просто начал эти заносы Да, у использовать. нас историческая справка была как раз про Вот. это. Да. И сейчас этого не попрактикуешь. А и даже если попрактикуешь, то это на грани проблем с законом. Вот так. Интересная история, чем поделитесь, расскажете, что было, может быть, соревновательный опыт, или просто жизненный, или организационный, или, может, с командой что-то. Да, такое. интересные истории, их на самом деле полно, вот так сходу не какую-то там, не отфильтровать самую интересную. Но, наверное, за последние несколько лет самая запоминающая история была здесь, как наш ученик 4 раза перевернул тачку. Это было вот 10:30 заканчиваются тренировки, на камерах его полет был в 10:30 22 секунды там условно. И это просто момент того, когда человек не послушал тренера, ему сказали: все, мы заканчиваем, едешь в боксы. Ща, еще разочек. И вот разочек закончился списанной тачкой за несколько миллионов. Ну и, слава богу, там все обошлось без каких-то, ну, ущерба здоровью, короче. Он что, тормозил или что? Не, он просто вылетел, закопался колесом, и его начало крутить. Он торопился успеть до закрытия? Не-не-не, да? он... Да я не знаю, да, на самом деле, он просто ошибся со своей задачей, скажем так. А эти машины застрахованы вообще? Нет. То есть это все за свой счет? Вот за счет Выезжая, команды? да, естественно. За счет команды, спонсоров, как бы, кто как работает. В основном все начинается за свой счет, естественно. Дальше подтягиваются спонсоры, смотря как с этим работать. И они часть расходов или полностью покрывают. Совет, потому что, для меня, потому что я сегодня впервые вообще с дрифтом столкнулся именно вот таким, чтобы я осознанно пустил машину в управляемый именно занос. Поэтому, может быть, для меня какой-то, может быть, совет будет или мотивация заняться этим видом спорта. Ну и для зрителей, которые посмотрят. Определенно, это та история, которую надо попробовать. Вот. И понять, нравится, не нравится, и хочу заниматься или не хочу. Помимо того, что это какая-то экшен и эмоциональная движуха, это еще и навык все-таки чувства автомобиля. Прокачка, есть такой в дрифте термин «жопомер». То есть вот внутренний наш гироскоп, который понимает, что происходит с тачкой. Это помогает на дороге. То есть при заносах, при экстренных ситуациях ты более сконцентрирован, большие ситуации можешь отработать нестандартно. Вот. У вас по стоимости, в 2 словах, например, у вас арендованная машина, своя машина, сколько стоит, чтобы войти, как начать? Тренировка на нашей машине, часовая сессия, стоит от 19,5 тысяч. В эту стоимость входит фактически все. Машина, площадка, тренер и так далее, и так далее. Это, если мы говорим про какой-то долгосрок, а не разовую акцию, это бюджетнее, чем покупать свою тачку, ее обслуживать, возить ее на эвакуаторе, искать запчасти, хранить все это. Это все равно выйдет дороже. Потому что все равно, даже если у тебя своя машина, ты приезжаешь сюда, тебе надо оплатить площадку, там, 5, бензинчик надо забрать, 1,5, колес надо обуть, там, еще, 5, допустим, да, если это какая-то бэушка, плюс шиномонтаж отдать, не говоря про потраченное время все это организовать. В любом случае мы уже за 10 переваливаем на своей машине. Поэтому, если посчитать правильно и взвесить это с арендой, аренда выгоднее 100%. Если мы говорим про бюджетный вариант, как ты говоришь, начать дрифтить без многомиллионных бюджетов, это зима, потому что зимой не трется шина. Машина в ней необходима мощность высокая, чтобы эту шину прокрутить по асфальту. И весь этот бюджет в разы уменьшается. Мы с ребятами хотим начать. Мы молодые ребята и выбрали, что нам, не нравится нам самбо или футбол. Мы хотим попробовать автоспорт. Мы не хотим ездить на парковках, мы не хотим подвергать опасности людей, мы хотим научиться правильно. Мы приходим к вам, мы говорим: вот у нас есть у каждого по 50 тысяч рублей, нас 10 человек. Мы можем собрать какой-то корч, чтобы в месяц поделить эти часы и у вас заниматься. Можем людей пустить? Можем. Отлично. Вот хотя бы так. Это работает. Меня уже устраивает. Хотя бы так, что главное желание. Больше даже скажу. Мы даже свои тренировки можем поделить по час, допустим, на 2. То есть можно приехать не час под себя взять, а час по полчаса с другом. И такие люди есть, и друзья, и братья, и они покупают машину себе пополам. И понятно, что кто-то из них более вовлечен, а кто-то там менее. Но тем не менее народ занимается. То есть ищет вариант. Ярослав, у нас, в принципе, вопросов больше нет. Спасибо. Понравилась тренировка?
Мне понравилось. Мы поняли, что это безумно мало для первой. Надо действительно, понятное дело, что у нас еще разговоры, интервью, но все же очень здорово. Эмоции я такие пока что не испытывал. То есть я и в самолете сидел, и с парашютом прыгал. Это совсем по-другому. Это необычно. Это какое-то слияние, ты начинаешь пользоваться техникой по-новому. Ну да. Типа, когда этого ты ложкой ел так, а потом узнаешь, что она еще там может сделать что-то по-другому. Можно и музыку играть. Да, мне очень понравилось, поэтому спасибо вам большое. Пожалуйста. Развитие школе желаю и, ну и быть такими же, наверное, открытыми. Из немногих в вашей среде, уж не знаю почему, но что вот нас позвали, пригласили, опять же дали условия, подстроились под нас. Спасибо огромное. Ну и, в принципе, всех благ тогда. Спасибо. Всем пока, ребят. Занимайтесь спортом и будьте красавчиками. Итак, ребят, вот и завершилась тренировка моя пробная по дрифтингу. Вы увидели, как она проходит. Теперь хочу немножечко биометрических данных. Значит, за время тренировки, часовая тренировка пробная, как Ярослав объяснил, вы слышали, я потратил 458 калорий. На самом деле немного. На ударных там видах спорта или на футболе я трачу гораздо больше. Но пульс максимальный достигал 121 удар. То есть я думаю, это мое банальное волнение, когда я заходил в занос и просто пускал машину и боялся ее поймать. В общем, мне тренировка понравилась, ну, вы все сами видели. Ну и в конце выпуска, как мы и обещали, будем проводить конкурс и разыгрывать призы. Приз у нас сегодня тематический. Это перчатки для автоспорта. Не обязательно для дрифта, для любой дисциплины. Оригинальные из Парка. Их можно использовать в мотоцикле, квадроцикле и, естественно, автомобиле. Хотелось бы, чтобы они достались тому человеку, кому они действительно нужны. В этом будет заключаться суть конкурса. В комментариях напишите, почему этот приз должен достаться именно вам. И все. Так как пока что у нас это первый выпуск, подписчиков не так много, я прочитаю лично каждую историю, пойму, кто всех больше замотивировался нашим выпуском на то, или, может быть, уже занимается видом автоспорта. И подарим эти перчаточки и сувениры от той школы, где мы сегодня снимали этот выпуск. Вот мы и познакомились с таким динамичным видом спорта, как дрифт. Мы научились пускать машину в управляемый занос и обучились навыкам безопасного вождения. Поэтому добавляем дрифт на нашу доску, где мы будем размещать все виды спорта, которые попробовали. И в конце выпуска хочу дать вам совет. Соблюдайте режим. Режим питания, режим тренировок и режим сна. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И помните, неважно, каким спортом вы занимаетесь, важно, что занимаетесь спортом.